Мамонтов знаете? А знаете ли вы, что эволюция будто бы решила оторваться на слонообразных, и некоторые из них настоящие монстры? Ну так мы сегодня обсудим. Вполне возможно, что о существовании некоторых из них вы сегодня узнаете впервые. Я когда вырасту, хочу спиться и умереть от пьянки. Потому что у меня папа такой и мама такая. А сестра тоже сказала, что будет пить. Добро пожаловать на канал, где я развлекаю себя сама, а вы можете наблюдать за этим, если, конечно, хотите, и где я делаю видео и просто надеюсь на лучшее. Мои хорошие, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, это поможет подстегнуть алгоритмы. Слоны и мамонты. Все, что нужно знать о них в контексте этого видео, вы уже знаете. Но вспомним, что есть еще третье – мастодонты. Но все они так или иначе имеют общих предков и относятся к отряду хоботных. Поэтому мы не будем останавливаться на разборе. Однако нам нужно начать, так сказать, с самого начала, по которому мы пробежимся достаточно быстро. Самый первый известный нам представитель всех хоботных, конечно же, Эритерий. Ареал обитания Северная Африка, Марокко. Датируется как живший около 60 миллионов лет назад. Это было маленькое животное размером с небольшую кошку. Весило порядка 5 или 6 килограмм и в холке достигало не более 20 сантиметров. О нем известно мало. Вел полуводный образ жизни, жил в основном на берегах рек и питался преимущественно водными растениями и опавшими фруктами. На этом моменте мы нырнем в самое интересное, потому что здесь эволюция делает важный шаг и делится на ветви развития, одна из которых приведет к современным слонам, а еще одна пойдет параллельно и там А мы двигаемся дальше, в сторону подотряда Plesioelephantiform и нескольких его семейств. Именно там у нас все самое интересное. Дейнотерий. Это животное – аномалия среди хоботных и нарушает все наши представления о слонообразных. Семейство Дейнотерииды датируется как живший от 16 до 1 миллиона лет назад. Ареал обитания очень широкий, почти вся Азия, Африка и Европа, включая Россию и Казахстан. Достигал веса до 12 тонн и роста до 4 метров, что крупнее современного самого большого африканского слона и иногда почти в 3 раза. Помимо впечатляющего внешнего вида, Дейнотерий буквально переводится как гигантский ужасный зверь. Посмотрите на этот череп из музея в Германии. И о внешнем виде мы еще поговорим, он своего рода загадка для ученых. Дело в том, что нет однозначных доказательств того, что Дейнотерий является предком слонов и мамонтов вообще. Превалирует мнение, что Дейнотерии разошлись с другими формами слоновообразных на слишком ранних стадиях эволюции своей группы, а потому они и выглядят настолько иначе. И теперь о различиях. Нехарактерный для слоновых короткий плоский череп. Маленькие уши, невероятно длинная шея, полное отсутствие верхних и наличие загнутых к низу бивней говорило о том, как он питался. Сначала предполагали, что этими бивнями Дейнотерии могли рыть землю или дно реки, но последние исследования это опровергают. Теперь считается, что бивни могли применяться для сдирания коры с деревьев, загибания веток и растительности. Были также споры и о хоботе. Сначала считалось, что он очень короткий, поскольку у него совершенно иное крепление к голове, нежели у слонов. Но позже ученые поняли, что он должен быть достаточно длинным и очень массивным, иначе животное не смогло бы дотягиваться до воды, даже наклоняя голову к водоемам. Двигаемся дальше. Стеготетрабелодон. Монстр с 4 бивнями. От 4 метров ростом. Порядка 11-12 тонн веса. Ареал обитания преимущественно Африка и Евразия. Сначала был ошибочно принят за мастодонта, но относится к семейству элефантид или слоновых. Жил в пределах 8-4,2 миллиона лет назад. В целом очень напоминал современных слонов как образом жизни, так и внешним видом, но верхние бивни достигали колоссальных почти 3 метров в длину, а нижние почти 2,5 метра. Верхними бивнями эти животные также пользовались для загибания растительности и сдирания коры с деревьев. Нижними, скорее всего, стеготетрабелодоны пользовались для защиты от хищников и в столкновениях между самцами во время гона. Животное, именуемое квироний, и его особенность под стать ему – спиральные бивни. Нет, я не шучу. Семейство гамфотерииды. Жил между 5,3 миллиона 9,1 тысяч лет назад. Доходил до 2,7 метра ростом и веса до 5 тонн. Ареал обитания преимущественно Северная и Южная Америка. В целом Квироний напоминал слонов, но был гораздо приземистее.
Из необычного короткая нижняя челюсть и длинные до 2 метров практически идеально прямые бивни, на которых находилась удивительная спиралевидная полоска зубной эмали, идущая от верха до кончика каждого бивня. Это очень необычно, потому что у большинства слонов и слонообразных бивни состоят целиком из дентина, без эмали вообще. Почему именно так произошло у Кювьерония, точных данных нет, зато известно, что именно из-за эмали бивни впоследствии становились спиральными еще и по форме. Эмаль – самое твердое вещество в организме. И когда Кювьероний пользовался бивнями при кормлении, дентин со временем повреждался, а эмаль защищала поверхность бивня под собой. В результате дентин вокруг эмали стачивался, а сама полоса эмали оставалась и начинала выступать вперед. Бивень превращался в подобие стамески или пилы с острым прочным краем. Благодаря спиральному закручиванию этот инструмент не тупился равномерно, а всегда сохранял режущую кромку по всей длине. Платибелодон и амебелодон. То ли утка, то ли слон. Oh my God, my Sheila! Платибелодон и его очень близкий брат амебелодон были весьма похожи внешне. Меня вот так вот всю. Я кто тебе такая? Платибелодон жил между 15 и 4 миллионами лет назад. Рост до 3 метров, масса до 4,5 тонн, ареал Африка, Европа, Азия, Северная Америка, а амебелодон жил между 9 и 6 миллионами лет назад, достигал до 4 метров в высоту и массы до 6 тонн, ареал обитания Северная Америка и Китай. У обоих впечатляет наличие верхних и нижних бивней и внушительной лопатообразной челюсти внизу. Считается, что животные обитали в основном в болотистых местностях и пользовались ими для выкапывания водных растений со дна. А также челюсть была подставкой для хобота, который выполнял еще и функцию массивной верхней губы. Верхние бивни служили инструментом для добывания коры деревьев. Гнатобелодон – не слон с гигантским ртом. Информации о нем безумно мало. Въебал? Изначально относился к семейству гомфотериид. Жил между 56 и 5 миллионами лет назад. Ареал обитания Северная Америка в целом очень напоминал амебелодонтит. Был сопоставим по размерам, но нижних бивней у него не было. Зато была огромная глубокая нижняя челюсть. Без зубов, но обтянутая плотной грубой кожей. Последние исследования показывают, что он не был родственником слонов, а представляет собственное отдельное семейство гнатобелодонтит. Ананг – самые длинные бивни в истории. В целом тоже очень походил на современных слонов с одним «но». Его бивни по длине иногда вырастали до 4, а то и больше метров. Это больше, чем рост самого животного. Высота до 3,5 метра, вес до 6,7 тонн. Ареал обитания Азия, Африка, Европа. Жил около 5-2 миллионов лет назад. Хоботом Ананг доставал плоды, листву, а его огромные бивни помогали извлекать корни и клубни из почвы. Палеолоксодон – самая гигантская слонообразная в истории. Ранее считалось, что самое большое млекопитающее, когда-либо бродившее по земле, это предок современного носорога – индрикотерий, живший около 20-30 миллионов лет назад, достигавший порядка 5 метров в высоту и веса около 20 с лишним тонн. Однако наш покорный слуга побил этот рекорд. Ты самоебатая, блядь. Понятно вам, блядь? Уебы. Палеолоксодон – семейство слоновых, куда относятся и современные слоны. В частности, палеолоксодон намадикус – высота до 5,5 метра, вес до 22 или 24 тонн. Давайте так, 5,5 метра – это примерно на уровне 3-го этажа панельного дома. А 22 тонны – это вес железного трамвайного вагона или 2 городских автобусов. 2! И этот слон когда-то жил, питался, мигрировал. Иронично. Что потомки именно этого вида позднее были одними из самых маленьких слонообразных в истории, когда попали на острова и приобрели эволюционную островную карликовость с известными экземплярами около 1 метра в высоту. Это были самые странные предшественники слонов и мамонтов. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие вас поразили больше всего. Пожалуйста, не забывайте про лайки, подписки и комментарии в поддержку канала. Чем длиннее, тем лучше, хотя бы от 16 слов. Большое спасибо за просмотр. Мы скоро снова увидимся. И приятного вам лета!